Всем большой привет! С вами Глеб Орел, олимпиадный репетитор по физике. И в этом видеоролике мы с вами мощно повторим, или может быть изучим, такую тему, как механические колебания. Готовьтесь к крутой теории, как вы видите за моей спиной, и потом к решению тестовой части. Погнали! Сдай ЕГЭ по физике. Если ты в 10 или 9 классе и хочешь это сделать, а ты это сделаешь, то у меня для тебя есть летняя школа к ЕГЭ по физике следующего года. Ссылочка ждет в описании, присоединяйся. Там ты уже войдешь в мир физики, изучишь динамику и кинематику, а в августе ты познаешь самую сложную тему – электромагнетизм. И тем самым в школе тебе она будет легко даваться на изи. А во второй половине 11 класса со мной на годовом курсе ты просто отшлифуешь все свои знания и сможешь решать любые задачи на электромагнетизм. Хоть это и самая страшная тема. Так что ссылочка в описании, присоединяйся. И пока все ищут долбаные отмазы, ты возьми и сдай ЕГЭ. Возьми и запишись ко мне на годовой курс, чтобы мы вместе затащили этот экзамен, и твой высокий балл был при тебе. Потому что мы что сделаем? Изучим оформление, изучим все темы, даже самые сложные. Ты их поймешь, и при этом зарешаем всевозможные задачи второй и первой части, чтобы высокий балл был твой. Поэтому ты сдашь ЕГЭ. Присоединяйся. Ну что, теперь давайте приступим к колебаниям. И сначала обсудим физику процесса. Давайте мы с вами рассмотрим некоторые наш математический маятник и пружинный маятник. Но начнем рассмотрение с математического. Пусть у нас будет некоторый шарик, который будет висеть на нашей нити длины L маленькая, а масса у шарика будет M маленькая. И тогда давайте мы с вами отодвинем нашу нить на уголочек альфа. При этом пусть это будет уголочек альфа 0. Он, кстати, будет еще называться как амплитудным нашим уголочком. От положения равновесия, потому что первоначально было положение равновесия. Вот так отодвинули, держим, и потом бац, и отпускаем. Что происходит дальше? Дальше наш шарик начинает тык, 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 тык. Короче, начинает так двигаться. Ну или он начинает колебаться. Потому что он будет колебаться относительно положения равновесия. Сюда тык, 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 тык и так далее. У вас будет происходить колебания. При этом с периодом равно 2π корень из L на G. Что значит период? Это кратчайший промежуток времени между двумя одинаковыми состояниями нашей системы. То есть, например, мы с вами считаем, что это пусть будет наше начальное состояние, правильно? Сюда попали и сюда вернулись. И вот наше одинаковое будет состояние. Как раз таки начальное, и спустя период t вот у нас будет еще одно вот это состояние, когда мы с вами начинаем двигаться обратно. И если что, данное соотношение можно получить из уравнений гармонических колебаний, но это вы научитесь уже делать в ВУЗе. Отлично. И давайте мы теперь с вами еще введем ось X и будем следить за движением нашего шарика в проекции ось X. Выберем, что начало координат у нас будет в положении равновесия, то есть 0 у нас будет соответствовать положению равновесия. А здесь у нас будут координаты А и минус А, где А это будет наше амплитудное отклонение от положения равновесия. То есть мы сюда взяли, отклонились на амплитуду А. Потом вернулись, отклонились на амплитуду А. Просто координата будет минус А. И что мы тогда с вами можем сказать? Тогда мы с вами можем отобразить график зависимости координаты X нашего шарика от времени. То есть вот, например, в какой-то момент времени наша координата будет какая-то такая. Вот наша будет скорость маленькая какой-то здесь такой-то. И как у нас будет выглядеть зависимость координат от времени? Это будет, оказывается, А синус омега t. Но это, конечно, при том условии, что мы, во-первых, выбрали начало координат в положении равновесия и начинаем отсчитывать время от момента, когда наш шарик проходит положение равновесия с максимальной скоростью. Тогда зависимость будет выглядеть именно таким образом. И как мы это можем здесь отобразить? Видим, что у нас координата будет меняться по синусу. То есть давайте мы с вами будем следить. Вот отсюда у нас же начинается момент времени, правильно? Вот мы с вами отклоняемся, попали в амплитудное положение. Потом идем обратно, попали в положение равновесия. Потом идем в обратном направлении, попали в амплитудное. И идем дальше, попали в положение равновесия. И так далее. Прекрасно. И правда видим, что наш график полностью все это отображает. При этом здесь будет наш период t. То есть, как вы видите, еще раз, мы тык, поднялись, вернулись, поднялись, вернулись. Видите, мы вернулись в исходное состояние, поэтому у нас прошел период t. Что же можно будет сказать про проекцию нашей скорости Vx от времени? Если что, проекция скорости Vx от времени выражается как производная от функции x от времени. И тогда можно получить, что это будет а омега на косинус омега t.
График зависимости будет выглядеть таким образом, и давайте мы также это все просмотрим на нашем математическом маятнике. То есть вот у нас было здесь начальное положение, и так как я сказал, что мы отсчитываем время от момента, когда у нас шарик проходит положение равновесия с максимальной скоростью. То есть мы здесь его отпустили, он летит, здесь двигается с максимальной скоростью, и мы начинаем с вами отсчитывать время. Поэтому у него в начальном момент времени будет максимальная скорость, потом он идет, попадает в амплитудное положение, то есть максимально у него будет здесь отклонение. И как видите, его скорость зануляется, правильно? Потому что тык-тык-тык, и на мгновение он остановился, и потом начинает двигаться обратно. Как видите, его проекция скорости на ось X, она будет уже отрицательной, потому что он двигается против оси X. Вот таким образом. Потом он все двигается, проекция на ось X, и попадает опять в амплитудное положение. И видите, здесь у него нулевая будет скорость. Вот он попал в амплитудное положение, и потом двигается обратно, а здесь у него скорость проекции на ось X, она положительная, при этом растет. Потому что, и правда, здесь у него скорость равна нулю, а потом его скорость увеличивается до максимального значения. Поэтому мы с вами получаем здесь максимальное значение. И как видите, опять у нас прошел промежуток времени как период t, где у нас было начальное состояние, вот наша скорость, она здесь убывает. И вот наше конечное состояние ровно аналогично начальному, где наша скорость будет убывать. Прекрасно. И, кстати, видим, что спустя полпериода мы с вами располагаемся в каком состоянии? Мы с вами располагаемся в том же состоянии, где у нас и было, только мы с вами двигаемся в обратном направлении. То есть у нас скорость, она по модулю максимальная, но при этом направление скорости будет противоположно начальному. Поэтому, конечно, эти два состояния, они не равны друг другу, поэтому здесь проходит полпериода, а не весь период t. Прекрасно. Это мы с вами здесь также проиллюстрировали. И давайте вместе с этим поговорим про проекцию нашего ускорения на ось X. Здесь оказывается, что у нас получается? Проекция ускорения на ось X — это есть производная нашей скорости проекции на ось X. Поэтому если посчитать производную от этой функции, мы получим, что это будет минус а омега в квадрате. И также помножено на синус омега t. И что тогда здесь получается? Видите, здесь синус. Просто коэффициентик а здесь минус а омега в квадрате. Поэтому на самом деле будет все симметрично. Происходить только здесь у нас сначала положительное, а здесь у нас отрицательное. Ну и давайте попробуем также это все проиллюстрировать. То есть, видите, в положении равновесия в начальный момент времени у вас ускорение равно нулю. То есть вы, когда проходите положение равновесия с максимальной скоростью, в этом случае ваше ускорение здесь проекция на ось X, оно нулевое. То есть, если что, само по себе, но здесь не нулевое. Но именно в проекции на ось X оно будет здесь нулевым. Так, потом мы двигаемся, достигли чего? Правильно, мы с вами достигли амплитудного положения. Здесь наша проекция на ось X, она принимает максимальное значение. Так, потом идем дальше. Возвращаемся, вот вернулись. То есть спустя t пополам мы с вами возвращаемся в исходное состояние, только не состояние прям системы, а в исходное как бы положение. Вот, возвращаемся в положение равновесия. Спустя t пополам ускорение опять у нас проекция на ось X равно нулю, потому что само-то ускорение полное у нас будет смотреть здесь вверх, оно не нулевое. Потом двигаемся сюда, и потом опять возвращаемся в наше исходное уже состояние спустя промежуток времени t. Прекрасно, то есть и правда наши графики все это прекрасным образом отображают. Ну и аналогично можно на самом деле все показать для нашего уже пружинного маятника, в котором будет верно, что период t будет выражен как 2π корень из m на k, где m это будет масса некоторого нашего шарика, а k это будет коэффициент жесткости пружины, на которой будет колебаться наш шарик. И что тогда здесь? Давайте мы здесь попробуем с вами ровно аналогично все то же самое сказать, только вкратце. Например, про координату x. Вот, например, нам будет известно, что мы в самом начале взяли и отклонили данный шарик на амплитудное положение от положения равновесия. В этом положении равновесия, конечно, наша пружина должна быть не деформирована, тогда и будет наше положение равновесия. Мы от этого положения равновесия отклонили на амплитуду а и отпустили. Вот он начинает двигаться и проходит положение равновесия с максимальной скоростью. И в этот момент времени мы с вами начинаем отсчитывать время, и при этом будем считать, что в положении равновесия у нас будет как раз наша координата равная нулю. Что тогда получается? Мы с вами располагаемся здесь, начинаем двигаться, достигли амплитудного положения. Вот. Потом двигаемся обратно, вернулись в положение равновесия. Но при этом наша скорость, как вы понимаете, не сюда смотрит, а сюда. Поэтому это не исходное состояние, это просто положение совпадает спустя время t пополам. Потом проходит еще t на 4, мы с вами попадаем в амплитудное положение. Спустя 3t на 4 мы будем в этом амплитудном положении. Потом проходит еще t на 4, и мы с вами возвращаемся в исходное состояние. Прекрасно? Прекрасно. Ну и какие итоги здесь можно сказать в общем про все эти системы? Давайте мы себе это охарактеризуем. Смотрите, когда мы с вами
проходим положение равновесия, то мы всегда проходим положение равновесия с максимальной скоростью, которая вот здесь у нас появляется. Потом, когда мы с вами отклоняемся в амплитудное положение, то, как вы понимаете, в амплитудном положении наша скорость, она зануляется, но при этом координата отклоняется на максимальное значение, либо на минимальное значение. То есть мы как раз с вами располагаемся в амплитудных состояниях. Ну и давайте обсудим некоторые характеристики наших колебаний, и, например, это будет амплитуда А колебаний. А — это максимальное отклонение от положения равновесия. В данном случае наше положение равновесия проходит через 0. Отлично. Т — период колебаний, это минимальный промежуток времени между двумя одинаковыми состояниями. То есть, например, в данном случае это будет два одинаковых состояния, потому что здесь мы располагаемся в координатах 0, и при этом наша координата должна расти. Видите, в обоих случаях наша координата растет. Если мы с вами будем рассматривать эти два состояния, то здесь у нас координата растет, здесь координата падает. Поэтому, конечно, это не два одинаковых состояния. Вот это два одинаковых состояния. Потом, ню — это частота колебаний. Если что, ню выражается как количество полных колебаний, деленное на как раз-таки вот это время, в течение которого у нас произошли эти самые n колебаний. И омега — это будет циклическая частота колебаний. Если что, это будет у нас число колебаний за 2 пи-секунд. Это так, в свою очередь, будет характеризоваться. И тогда период t — это есть отношение всего времени, за которое у нас произошло n колебаний, t к n, ну или получается как раз время одного полного колебания. Ну и будет выражено как 1 на ню. Это первая важная формула, потому что ню, как я вам уже сказал, это будет n, деленное на t. Потом омега, циклическая частота колебаний, можно вывести из нашего определения, что это будет 2π ню, или же омега это будет 2π, деленное на t. Прекрасно. И тогда уже давайте мы с вами перейдем к математическому описанию наших колебаний. Ну и давайте тогда мы с вами запишем второй закон Ньютона в какой-то произвольный момент времени. То есть, например, я рассмотрю наш шарик, который будет колебаться на такой пружинке, и в какой-то произвольный момент времени, когда у него скорость маленькая, а координата будет x, я запишу второй закон Ньютона. И что тогда получу в проекции на ось x? Оказывается, мы тогда с вами получим вот такое уравнение вида ax плюс некоторый коэффициентик помноженное на x, это будет 0. Где этот коэффициентик мы называем с вами как омега в квадрате, и омега это будет та самая наша циклическая частота. Ну или по-другому можно переписать как x двумя точками плюс омега в квадрате x, это будет 0, потому что x двумя точками это будет наша проекция ускорения на ось x. И данное соотношение у нас называется как уравнение гармонических колебаний. Конечно, решать уравнение гармонических колебаний мы с вами еще не умеем. Вы этому научитесь на втором курсе вашего вуза. Но давайте мы с вами воспользуемся сразу этими знаниями, которые вы изучите на втором курсе, и скажем, что вжух, второй курс нам помог, и он говорит, что оказывается решение уравнения будет таким, что если начало координат, то есть x равное нулю, у нас будет совпадать с положением равновесия, как я это здесь как раз и говорил, и при этом у нас отсчет времени от момента прохождения телом положение равновесия с максимальной скоростью будет. То есть мы с вами начинаем отсчет времени в тот момент времени, когда наш шарик будет проходить положение равновесия с максимальной скоростью. То тогда, оказывается, зависимость x от времени, это как раз решение у данного нашего уравнения, будет выглядеть таким образом, как а синус омега t. Но если я тогда хочу найти проекцию нашей скорости на ось x, это будет производная нашей координаты x по времени, и получаем, что это будет а омега на косинус омега t. Ну и видим, что тогда, так как у нас косинус меняется от минус единицы до плюс единицы, то получается максимальное значение нашей скорости по модулю, это будет наша а омега, ну или Vmax по-другому. Поэтому наша первая такая интересная формулка, что Vmax это будет а омега. Этим мы, кстати, можем пользоваться без вывода, это довольно важное соотношение. Потом проекция нашего ускорения на ось x, как будет выражаться, как производная нашей скорости, проекция на ось x, это будет выражено как минус а омега в квадрате на синус омега t. И тогда Амакс это будет выражено как а омега в квадрате. Великолепное соотношение. Этим мы тоже можем пользоваться без вывода в решении наших задач. Ну и заодно давайте я вам предоставлю некоторый общий вид решения этого уравнения, где на самом деле здесь еще будет не 0, а омега в квадрате x0, ну или просто некоторая константа c. То есть здесь может быть вместо 0 просто будет какая-то константа c, на самом деле она там будет, если мы с вами выберем начало координат не в уровне положения равновесия, а где-то в другом месте. И тогда общий вид решения уравнений будет выглядеть так, что x от t это будет x0, где это будет координата положения равновесия, плюс а синус омега t плюс φ0, где φ0 это начальная фаза, а омега t плюс φ0 это просто будет наша фаза колебаний. Ну прекрасно, и вот x0 я уже подчеркнул, что это такое. Ну что, теперь с точки зрения динамической математики мы с вами все изучили, остается перейти к энергетической математике. Поехали. Ну что, теперь давайте мы с вами обсудим энергетическую математику. Мы с вами вспомним, что в основном в наших колебательных системах работа непотенциальных сил будет равна нулю.
Ну, например, давайте рассмотрим математический маятник. Как вы понимаете, сила натяжения ТТ и скорость, они всегда будут перпендикулярны друг другу. Ну и, конечно, работа силы Т будет равна нулю. Или же, например, пружинный маятник. В пружинном маятнике сила N, она вертикальна, а скорость горизонтальна. Они опять образуют прямой угол, поэтому работа силы N будет равна нулю. Работа непотенциальных сил будет равна нулю. И так в основном будет выполняться в колебательных системах. А значит, у нас будет верен закон сохранения энергии, при этом механической. И получается, механическая энергия у нас равна константе, или же по-другому это будет выражено как кинетическая, плюс потенциальная, это будет константа. То есть К плюс Пи это константа. И что тогда? Тогда Пи можно выразить как константа минус К. И давайте это мы с вами проанализируем. То есть смотрите, если, например, у меня кинетическая энергия растет, как, например, если мы с вами двигаемся из амплитудного положения в положение равновесия, правильно? В амплитудном положении у нас скорость равна нулю, и при движении к положению равновесия наша скорость увеличивается, то есть мы с вами разгоняемся, то тогда эта величина растет. И, как видите, когда мы из константы вычитаем величину, которая растет, то π в данном случае у нас будет уменьшаться. Она будет все меньше, 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 меньше. То есть потенциальная энергия у нас будет уменьшаться с ростом кинетической. И наоборот, если кинетическая энергия у нас будет падать, как, например, мы с вами будем видеть при движении из положения равновесия в амплитудное положение, то в этом случае мы с вами получаем, что при уменьшении кинетической энергии потенциальная, наоборот, у нас будет расти. И тогда давайте рассмотрим некоторые главные моменты. То есть, например, в положении равновесия, что мы с вами знаем? Что кинетическая энергия будет максимальна, потому что скорость тогда будет максимальна. А значит, наша потенциальная энергия будет достигать минимума. То есть π это будет πmin, как мы с вами сказали. Когда это Кмакс, то это будет πmin. И тогда, как в основном в наших задачах будет встречаться, что потенциальная энергия у нас будет лежать в основном в пределах от нуля до какого-то максимального значения. Тогда, как вы понимаете, минимальное значение потенциальной энергии это будет 0, то есть πmin это будет 0. А тогда подставляем в эту формулу, получаем, что 0 это будет константа минус Кмакс. И тогда я получаю, что та самая константа, которая здесь фигурирует, она будет по величине равна максимальному значению кинетической энергии. Круто! Я бы даже сказал, волшебно. И что дальше можно также проанализировать, что в амплитудном положении, как мы с вами помним, наша скорость зануляется. И значит, тогда наша кинетическая энергия, она достигает минимального значения как 0. Значит, как вы понимаете, если мы с вами здесь достигаем минимума, то потенциальная энергия достигает максимума. Значит, получаем, что π это будет πmax и будет выражен как константа минус 0, где k это 0. Тогда получаем, что та самая константа будет равна πmax. И тогда, если мы с вами воспользуемся вот этим предыдущим случаем, что при потенциальной энергии, лежащей в пределах от нуля до максимальной потенциальной энергии, мы получаем, что константа с одной стороны выражена как максимальная кинетическая энергия, а с другой стороны, как мы выше получили, константа выражена как максимальная потенциальная энергия. А значит, получается, что максимальная потенциальная у нас будет равна максимальной кинетической. Круто, круто. То есть у нас с вами просто будет как бы кинетическая энергия переходить в потенциальную, потенциальную в кинетическую и так далее. Они будут максимумами как бы вот так вот взаимозаменяться. И тогда давайте мы с вами рассмотрим некоторый примерчик, что у нас есть шарик на пружинке. Вот он колеблется здесь тик-тик-тик-тик-тик-тик и так далее. И вот в некоторый момент времени у него будет скорость v маленькая. Тогда давайте мы с вами запишем нашу механическую энергию в этот момент времени. Получается, будет кинетическая энергия mv маленькая в квадрате пополам, плюс потенциальная энергия kx в квадрате пополам. Но, как мы уже с вами сказали, энергия у нас сохраняется, значит, это будет константа. Ну и в положении равновесия что мы с вами получаем? Что это будет mv максимальная в квадрате пополам плюс 0, потому что у нас деформации пружины никакой нет, все-таки мы с вами располагаемся в положении равновесия. И потенциальная энергия у нас зануляется. А кинетическая энергия приобретает максимальное значение, потому что при прохождении через положение равновесия наша скорость, она приобретает максимальное значение. Ну и тогда получаю mv max в квадрате пополам плюс 0, это будет константа. Или по-другому, как mv max в квадрате пополам, это будет константа. А в амплитудном положении мы с вами вспомним, что кинетическая энергия у нас зануляется. Все-таки в амплитудном положении мы с вами на мгновение останавливаемся. Прибавляем значение нашей потенциальной энергии, которая в данном случае приобретает максимальное значение. Правильно? Здесь мы с вами располагаемся в амплитудном состоянии. Значит, наша деформация будет максимальна. И тогда потенциальная энергия будет максимальна, потому что а в квадрате у нас будет максимально. И получаем, что наша константа с другой стороны будет выражена как максимальное значение потенциальной энергии. Пользуемся вот этими фактами, что здесь константа и здесь та же самая константа. Получается, у нас mv максимально в квадрате пополам будет равняться k в квадрате пополам. Значит, двоечка у нас сокращается. И тогда мы с вами получаем, что mv максимально в квадрате это просто будет k в квадрате. И как вы понимаете, я могу выразить максимальное значение нашей скорости как корень из k деленное на m помноженное на
Или наоборот, я могу выразить нашу амплитуду через максимальную скорость, что а это будет корень из m деленное на k на v максимальное. Прекрасно. И тогда давайте мы с вами рассмотрим зависимость кинетической энергии от времени. Как у нас выражается кинетическая энергия? Это будет mv маленькое в квадрате пополам. Поставим зависимость нашей скорости от времени. Это будет а омега на косинус омега t. Тогда возвожу все в квадрат, получает будет ma в квадрате, омега в квадрате на косинус в квадрате омега t, деленное пополам. Косинус в квадрате, кстати, можно будет выразить как единица плюс синус омега t пополам, и все это вместе деленное на двоечку. И тогда, если мы с вами будем строить график данной зависимости, мы получаем вот такую-то синусоиду красивую. Правильно? И что очень важно здесь отметить, что спустя период t нашей колебательной системы мы с вами третий раз достигаем вот это значение максимальной кинетической энергии. Значит, период колебаний нашей кинетической энергии будет как-то по-другому выражаться. А как? А вот давайте смотреть. Вот мы с вами двигаемся, бабах. Как видите, с точки зрения данной функции, мы с вами получили, что у нас период колебания именно вот этой функции будет выражен как t пополам. То есть t со звездой, это период колебаний кинетической энергии, будет выражен как t пополам. О, какой интересный результат. А почему? Потому что, как видите, здесь у вас максимальное значение кинетической энергии, и в этих же состояниях у вас кинетическая энергия, она уменьшается. Это выполнено, значит, с точки зрения кинетической энергии, это два одинаковых состояния. Поэтому это будет период t, в свою очередь, t со звездой, который будет равен t пополам. Ну а с точки зрения физики процесс, как это будет происходить? Ну смотрите, мы сначала с вами располагаемся в положении равновесия, которую мы проходим с максимальной скоростью. Вот мы с вами идем. Потом здесь доходим до амплитудного положения, наша кинетическая энергия зануляется. Потом мы с вами возвращаемся и проходим опять положение равновесия с максимальной кинетической энергией. И как раз видите, мы с вами первый раз оказываемся в положении равновесия после начала колебаний, и у нас проходит как раз t пополам. Потом двигаемся в амплитудное положение и опять возвращаемся в положение равновесия. Так-то у нас по факту прошел период t нашей колебательной системы, но для кинетической энергии у нас прошло 2t со звездой. Вот такой интересный здесь момент, на котором, кстати, всех в основном любят ловить в тестовой части. Именно к ней давайте мы сейчас и перейдем. Разберем теперь тестовую часть и рассмотрим нашу первую задачу. Математический маятник с частотой колебаний 0,5 Гц отклонили на небольшой угол от положения равновесия, положение 1, и отпустили с начальной скоростью равной нулю. Смотреть рисунок. То есть вот у нас будет начальное положение 1, мы взяли, отпустили наше тело. Сопротивление воздуха пренебречь. Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения относительно движения маятника. Первое. При движении из положения 1 в положение 2 модуль проекция ускорения груза маятника на оси X у нас уменьшаться. Но смотрите, получается, мы с вами двигаемся из точки 1 в точку 2, и мы с вами двигаемся из амплитудного положения в положение равновесия. И как вы помните, в положении равновесия проекция нашего ускорения на ось X, она нулевая, а в амплитудном положении она принимает по модулю максимальное значение. Поэтому получается, что, конечно, при движении из первого положения во второе положение, то есть при движении из амплитудного положения в положение равновесия, у нас получается, что модуль проекции нашего ускорения будет уменьшаться. Ну, то, что здесь как раз нам и сказали. Поэтому первое это будет правильно. Потенциальная энергия маятника в первый раз достигает своего максимума через 1 секунду после начала движения. Но здесь давайте мы с вами обратим внимание на следующее, что мы с вами можем выбрать где-то уровень нуля потенциальной энергии и за ней следить. Ну вот давайте мы с вами для удобства выберем уровень нуля потенциальной энергии в самом нижнем положении. Что тогда? Тогда получается в самом крайнем положении, то есть в амплитудном положении, мы с вами достигаем максимальной высоты Hmax. И тогда, конечно, наша потенциальная энергия, она будет максимальна, потому что уровень нуля здесь у нас будет равен нулю. P выражен как 0 в положении равновесия. Значит, получаем, что P максимальная у нас с одной стороны это будет mg_Hmax. И то же самое мы с вами достигаем здесь. Вот здесь. В другом амплитудном положении. При этом нам сказали, что потенциальная энергия первый раз достигает своего максимума. То есть, вот мы с вами начали свое движение и первый раз достигли этого максимума. Через 1 секунду после начала движения. Здесь очень важно обратить внимание, чему равен период. Смотрите, нам известно, что частота наших колебаний ню это будет 0,5 Гц. Отсюда мы с вами получаем, что период колебаний t это будет 1 деленное на ню. Ну или с другой стороны, как 2 секунды. Ну и тогда мы как раз с вами вспоминаем, что при движении из
амплитудного положения в амплитудное положение у нас с вами занимается время t пополам, потому что потом мы с вами опять двигаемся t пополам, и у нас суммарно проходит период t. Поэтому, конечно, t пополам это будет 1 секунда. Поэтому второй пунктик будет также верным. Потом, через 4 секунды маятник первый раз вернется в положение 1. Нет, он вернется через время 2 секунды. То есть, вот наше будет положение 1, он тык двинулся, и потом тык двинулся. И суммарно он затратил, конечно, время, равное периоду, то есть время t. А период t у нас выражен как 2 секунды. Поэтому, конечно, это будет неверно. Потом кинетическая энергия маятника в первый раз достигает своего максимума через 1 секунду после начала движения. Нет. Он первый раз достигает своего максимума кинетической энергии, когда он попадает в положение 2. То есть, когда он в положении 2, наша скорость, она будет максимальна. Vmax. А значит, кинетическая энергия будет максимальна. Как вы помните, тогда, как вы видите, здесь мы с вами достигаем минимума нашей потенциальной энергии, значит, кинетическая энергия достигает своего максимального значения. И отсюда мы с вами получаем, что у нас сколько проходит по времени? У нас проходит t на 4. Потому что потом у нас будет еще движение t на 4, движение t на 4 и обратно t на 4. Поэтому у нас проходит t на 4 секунды до первого увеличения нашей кинетической энергии до максимального значения. А это будет, в свою очередь, как 0,5 секунды. Поэтому это будет неверно. Потом пятое. При движении с положения 1 в положение 2 полная механическая энергия маятника увеличивается. Нет, она вообще сохраняется. То есть полная механическая энергия в данном случае, она сохраняется. Поэтому 1, 2 будет наш правильный ответ. Следующая задача. Груз, привязанный к нити, отклонили от положения равновесия и отпустили из состояния покоя. То есть вот мы сами отклонили и отпускаем. И он начинает здесь колебаться. Тык, тык и так далее. На графиках А и Б показаны изменения физических величин, характеризующих движение груза после этого. Т – это период колебаний. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, в зависимости от которых от времени эти графики могут представлять. Каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Ну, поехали. Кинетическая энергия груза ЕК. Ну, давайте здесь посмотрим на следующее, что вот у нас будет в данном случае наш маятник. И что мы с вами понимаем? Что на начальный момент времени наша кинетическая энергия она будет равна нулю, правильно? А потом она будет увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. Она здесь приобретает максимальное значение Kmax. А потом у нас она уменьшается, уменьшается и опять приобретает минимальное значение K0. То есть как минимум уже отсюда мы с вами понимаем, что график B у нас вообще никак не подходит под единицу. А почему? Потому что у вас здесь вначале она максимально принимает значение, а потом только 0. Нет, у нас должно быть в начале 0, а потом максимально. Но почему график А не подходит? Потому что у нас кинетическая энергия не может быть отрицательной. А здесь мы с вами видим, что у нас принимает отрицательное значение. Поэтому до свидания, график А у нас тоже не подходит под кинетическую энергию. То есть кинетическая энергия вообще здесь никак не характеризуется. Потому что, еще раз, К это будет mv маленький квадратик пополам, что в свою очередь выражается как больше равное нуля. Ну и при этом в чем здесь прикол? В том, что здесь на самом деле, если вы начинаете отсчет времени в тот момент, когда вы располагаетесь в амплитудном положении, и при этом вы получаете, что в начальный момент времени ваша координата должна быть выражена как минус А, то в зависимости от координаты x от времени, она будет как выражаться? Она будет в данном случае выражаться как минус А на косинус омега t и так далее. Вот, тогда vx от времени у нас будет выражено как А на омега синус омега t. А если еще возьмем производную, то ax от времени у нас будет выражаться как А омега в квадрате на косинус омега t. То есть такие у нас будут зависимости у координаты, скорости и нашего ускорения. Если что, откуда я это взял? Взял из логики, что у нас в начале, получается, начальное должно быть положение как координаты минус А, а потом мы должны с вами изменяться по синусу или по косинусу. Но в чем прикол? У вас начальный момент времени, то есть при t равном нулю, у вас координата равна минус А. Ну, конечно, t равно нулю, значит косинус нуля он равен единице, получаем минус А. Вот. Но это если так говорить про некоторые добавочные такие случаи, то есть чтобы вы поверх знали. Хотя, как вы понимаете, я и без этого это смог получить. Вот. И тогда отсюда я получаю, что кинетическая энергия у нас будет выражаться как m v x в квадрате пополам, ну или m на А омега синус омега t в квадрате пополам. Ну и получаю, что это будет m а в квадрате омега в квадрате, деленное на двоечку, на синус в квадрате омега t. И график этой функции мы с вами уже отображали, только мы с вами изображали косинус в квадрате, а здесь синус в квадрате будет выглядеть таким образом. Тын, 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 тын и так далее. То есть таким образом у вас кинетическая энергия будет зависеть от времени. Такого здесь нет. Потом координата груза x.
Опять, здесь делаем, давайте сначала по логике. В чем прикол? У вас в начальный момент времени координата должна быть отрицательной и выражена как минус а. Это начальный момент времени. То есть, как минимум, это уже здесь не подходит, и здесь это не подходит, потому что здесь, как видите, 0, а здесь у вас положительная начальная координата. Но нет, такого не подходит. А потом ваша координата должна идти к нулю, и потом делать плюс а. Но, как видите, здесь таких графиков нет. Они это все-таки здесь не отображают. Ну или с другой стороны, если делать именно чисто математически, то математически x от t это выражено как минус а на косинус омега t. Поэтому если мы с вами строим x от t, то график этой функции будет выглядеть таким именно образом, как тын, тын, тын и так далее. Вот. Где здесь у нас будет плюс а здесь, конечно, у нас будет минус а, здесь у нас будет 0. Так, идем дальше. То есть второе у нас ни к чему не подходит. Третье, проекция нашего импульса P, проекция на ось X. Ну, что такое P, проекция на ось X? Это будет m v x. И что очень важно отметить, что получается в начальный момент времени ваша скорость проекции на ось X, она нулевая, потом она увеличивается, при этом ваша проекция на ось X, она положительна, правильно? И потом мы с вами опять, проекция на ось X, она у нас будет уменьшаться и достигать нуля, а потом она принимает уже отрицательное значение, потому что мы начинаем двигаться обратно. Ну и какие графики это будут отображать? Конечно, график А. Мы с вами видим, что в начальный момент времени наша проекция скорости на ось X, она равна нулю, потом она положительна, мы с вами достигаем максимального значения, взяли, достигли. Потом мы с вами двигаемся до амплитудного значения, при этом наша проекция скорости на ось X, она положительна, потому что она смотрит туда же, куда ось X. Двигаемся сюда. Потом она отрицательна, мы это начинаем двигаться сюда. Логично? Логично. Поэтому, конечно, из этого всего px у нас максимально под это подходит. То есть а это у нас будет чисто 3, то есть px. Ну или с другой стороны, если делать чисто математически, то px это будет m на а омега синус омега t. Ну и график этой функции будет выглядеть именно вот таким образом, как здесь и полагается. Правильно? Правильно, потому что у нас будет синус, то есть вначале 0, потом мы достигаем максимума, потом 0, потом здесь минимальное значение и потом 0. Прекрасно. Так, и последняя проекция AX ускорение груза. Но здесь как раз таки логично, что у вас проекция вашего ускорения на ось X в начальный момент времени, она как раз таки должна смотреть примерно туда же, куда ось X. То есть у вас получается, что проекция ускорения должна быть в начальный момент времени положительно, иметь максимальное значение, потому что при прохождении положения равновесия она зануляется. А потом у нас проекция нашего ускорения на ось X, она должна быть отрицательной, потому что запомните, что ваше ускорение всегда будет смотреть в основном как-то к вашему положению равновесия. Вот. То есть как-то целенаправленно смотреть именно туда. Поэтому получается, что проекция вашего ускорения на ось X вот в этой области, она будет отрицательной, потому что будет смотреть к положению равновесия. Поэтому из логики уже следует, что здесь мы принимаем максимальное значение, и наша проекция, она положительна. Потом она идет в 0, то есть положение равновесия, а потом она отрицательно достигает опять максимального значения по модулю, потому что мы располагаемся в амплитудном значении. Поэтому b у нас будет соответствовать четвертому. Но если делать это именно математически, то ax я уже с вами записал. Это будет а омега в квадрате на косинус омега t. Вот и получаем, что ax будет соответствовать именно этому графику, потому что это будет наш косинус. Ну и перейдем к финальной задаче. Груз, изображенного на рисунке пружинного маятника, совершает гармонические колебания между точками 1 и 3. Как меняется скорость груза и жесткость пружины при движении груза маятника от точки 1 к точке 2? Давайте здесь посмотрим. Например, скорость груза при движении от точки 1 до точки 2. В чем прикол? Ваша точка 2 — это положение равновесия. То есть, если, например, вы никак не будете выводить ваш брусочек из положения равновесия, то он там просто будет покоиться. То есть, это будет наше положение равновесия. И, как вы понимаете, если мы с вами отодвинем наш брусочек в амплитудное положение 1, то он начнет свое движение в этом направлении и будет разгоняться. И положение 2, положение равновесия, у него будет максимальная скорость, Vmax. А при этом в амплитудном положении его скорость будет равна нулю. Поэтому, конечно, когда он двигается из амплитудного положения в положение равновесия, его скорость растет. Поэтому здесь, получается, скорость груза по модулю она увеличивается. А жесткость пружины, она зависит только от характеристики самой пружины. Никак не зависит от того, где вот там располагается этот брусочек. Поэтому жесткость пружины у нас не меняется. Ответ 3. Поэтому суммарно мы с вами получаем ответ 1, 3. Такой вышел разбор. Всем спасибо за просмотр этого мощного видеоролика. Я уверен, что вы повторили или изучили все необходимое в этой теме для ЕГЭ по физике, так что вы сможете ее затащить и вообще не будете ее бояться. Я отмечу, что скоро наступает лето, и многие в основном в это время чилят, отдыхают и начинают ботать только где-то осенью.
в огромной суете, вместе с другими предметами в школе, когда ничего не успеваешь и так далее. Но я отмечу так, что лично я как раз таки взял все свои олимпиады. Это призерство на все победительства, на разных перечных олимпиад, именно за счет того, что я ботал летом. И аналогично все мои друзья и знакомые, которые взяли олимпиады или взяли высокие баллы на ЕГЭ, они себе говорят спасибо за то, что они готовились именно летом. Потому что много свободного времени. И я тебе уже советую начать готовиться к ЕГЭ по физике этим летом. Поэтому я буду специально для тебя проводить летнюю школу к ЕГЭ по физике следующего года. Так что присоединяйся, ссылочка будет в описании. Это будет круто, будет с кайфом, где мы вначале немножечко познакомимся с миром физики, изучим с нуля кинематику и динамику, также статику, и при этом уже начнем решать некоторые задачи второй части, где ты познаешь, как при этом это все нужно оформлять. И уже в августе мы с тобой изучим самую сложную тему 11 класса. Это электромагнетизм, которую все боятся. Все там, что это такое? Мы это все с тобой пройдем. Так что в начале 11 класса тебе будет с кайфом ее ботать в школе. А потом, во второй половине 11 класса, когда ты ее будешь повторять на моем годовом курсе, ты мощно все отшлифуешь и сможешь решать любые задачи на эту тему. Так что переходи по ссылочке в описании и записывайся на мою летнюю школу. До встречи на вебинарах. И заодно, уже этой осенью у меня стартует мой годовой курс к ЕГЭ по физике. Если ты хочешь сдать ЕГЭ по физике на высокий балл, то переходи по ссылочке в описании, и все у тебя получится. Так что всем счастья, мира, добра, любви. Пусть все у вас будет прекрасно, конечно, волшебно. Пока-пока. Ну и смотрите другие видеоролики к ЕГЭ и Олимпиадам на данном YouTube канале.